Привет, друзья! Женщина никогда не будет по-настоящему любить мужчину, который не является хозяином в отношениях. Кто это? Какими выгодными качествами он обладает? Что отличает его от большинства? Сейчас я дам 3 основных, которые позволят тебе в максимально короткий срок прийти к нужному состоянию, при котором девушка влюбится в нас с новой силой, как никогда ранее. Находясь какое-то время в отношениях, мужчина часто забывает, что рядом с ним женщина, и начинает относиться к ней как к своему закадычному другу, сестре, маме, неважно. Этому способствует иллюзия, что она от меня никуда уже не денется. Она столько для меня делала, ухаживала, трудилась, варила вкусные борщи и делала это с удовольствием. Мужчина уверен, что вот эти все вложения с ее стороны, они имеют свойство накапливаться, приумножаться. Это как строить свой дом, да? Кирпичик за кирпичиком, и ты уверен, что когда ты его достроишь, он будет стоять много лет, десятки лет. Так же и здесь. Мужчина уверен, что все эти вложения, они будут являться на самом-то деле гарантом того, что чувства девушки, они никуда не денутся. Они также будут приумножаться, накапливаться и всегда будут крепки. Что бы ты ни делал. Но что происходит со временем? Поведение женщины начинает меняться. Где-то она огрызнется, где-то надуется, а где-то и вовсе нагрубит. В общем, начинает создавать напряги. И вот эти вот первые звоночки мужчина зачастую пропускает, не замечает, не хочет замечать, а то и просто не придает никакого значения. На самом деле женщина хочет нарваться. Она целенаправленно создает такую ситуацию, в которой ты бы проявил себя как хозяин и лидер в отношениях. А так как в последнее время ты вел себя неправильно, то логично, что она хочет удостовериться, убедиться, что рядом с ней действительно тот человек, в которого она когда-то влюбилась. И к чему это все приводит? Лишь к усугублению ситуации. Уже к большим конкретным таким ссорам, конфликтам, которые в свою очередь являются катализаторами еще более грубых ошибок с нашей стороны. Давайте разберем несколько из них. Первая ошибка – это обсудить проблему. Это же свой человек. Нужно сесть за стол переговоров, как нас всегда учили. Сесть, договориться, обсудить проблему, выяснить причину, прийти к компромиссам. В проблеме, созданной самой девушкой, на минуточку, да? Мужчины любят это делать. Мы так устроены. Чтобы урегулировать любой конфликт, нужно договориться. Все просто. Плюс к этому нас сбивает с толку некая иллюзия, которая подкрепляет это убеждение. А именно успешный итог этих переговоров. То есть когда-то вы реально решили проблему. То есть вы сели, поговорили, ты видишь, что она тебя поняла. Она согласна с твоими доводами. И вы даже в конце обнялись и поцеловались. И она пообещала больше так не делать. Но что происходит со временем? Со временем недопониманий не уменьшается, а становится все больше. Прийти к компромиссам все сложнее. Девушка менее уступчивая, менее покладистая. А все эти обсуждения, кроме твоего истощения, ничего не приносят. А где-то, чтобы побыстрее закончить эти переговоры, ты уже и сам берешь вину на себя. Вторая ошибка – это наоборот. Вести себя воинственно. Кричать, бить себя в грудь, оскорблять, показывать свою доминантность путем истеричного, агрессивного поведения. Забывая при этом, что любая агрессия – это на самом-то деле завуалированный страх. На самом деле ты боишься, а значит не способен действовать. И женщина это хорошо считывает. Для нее это означает, что ты терпишь, что равняется слабости. А к слабому мужчине женщина не может испытывать никаких эмоций и чувств.
Мужчина в этот момент похож на такую маленькую собачку, которая скалит зубы и неистово лает на тебя. Но как только ты к ней подходишь, она тут же убегает. Либо взять какую-нибудь большую собаку, которая просто спокойно стоит, она не лает на тебя, но ты понимаешь, что если ты сейчас подойдешь к ней, одно неловкое движение, и она тебе откусит полруки. Так вот, в то время как мужчина бьет себя в грудь кулаками, показывая альфа-самца, женщина же в этот момент все больше убеждается, что когда-то сделала неправильный выбор. Третья ошибка. Предположим, что мужчина уже ознакомился с контентом на канале и примерно понимает, что если женщина вышла из слабой позиции и позволяет себе, соответственно, деструктивно влиять на отношения, то восстановить здоровый баланс значимости возможно только через смену ролевых позиций, через инверсию доминирования. А для этого зачастую требуется самому и первому выйти из отношений. Попросту говоря, слить девушку. Но тут есть один коварный подводный камень, который многие не учитывают. Они начинают это делать с поводом и без. Чуть что не так девушка сделала, сразу сливают. Это одна сторона медали. Вторая очень быстро принимают обратно. По первому же извинению. И это происходит бесконечно. Уж я этого насмотрелся. Соразмерности наказания не происходит. Женщина с легкостью принимается обратно. И если в первые разы это срабатывало, девушка реально опасалась за отношения и очень быстро мирилась, то после третьего раза она не видит в этом никакой ценности уже, в примирении я имею в виду, никакой последовательности. Для нее это просто странно. На самом-то деле у нее уже появился иммунитет к данному процессу. Бросил, принял, бросил, принял. Но главное, что она понимает, это то, что на реальные действия ты не способен. Что все это один большой блеф. А это лишь свидетельствует о зависимости и слабости, что уж точно никак не свойственно хозяину и лидеру в отношениях. Ну что, друзья, мы подобрались к самому интересному. Какими же качествами должен обладать мужчина, который реально находится в сильной позиции, позиции хозяина? Первое качество – это строгость. Что нам дает состояние строгости? Оно нам дает возможность испытывать чувство разочарования или гнев. Разумеется, тогда, когда это необходимо. То есть не ходить с угрюмой миной постоянно. Да? Строгость – это не агрессия, это ни в коем случае не подавление женщины. Это некий триггер, который срабатывает на непозволительное ее поведение в определенные моменты. Когда мужчина строг, это залог того, что в отношениях будет царить порядок. Если ты не будешь являться ограничителем эмоциональных женских колебаний, то кто? Мужчина, который не обладает этим качеством, это просто амеба. Он кастрирован. Он позволяет женщине вести себя в отношениях как угодно, в том числе и деструктивно на них влиять. И вот эту вседозволенность мужчина очень часто прикрывает и оправдывает некой любовью. Вот да, она ленивая, конечно, и характер у нее скверный, но люблю, что поделать? Что поделать? Вседозволенность – это не проявление любви. Если разрешить кошке какать на твою постель по утрам, только потому, что ей так нравится и она там выбрала, это ведь не значит, что ты ее больше любишь. Поэтому вот эта соблазнительная мысль о том, что я ей буду все позволять, и за это она меня будет, значит, больше любить, это, конечно же, иллюзия, причем опасная, и ее нужно убирать. Второе качество – хозяин всегда благодарен. И он не боится это показывать. Он всегда придает ценность тому, что женщина для него делает. Сварила она тебе вкусный супчик. Делаем положительное закрепление, словесно. Да? Какая ты у меня умничка, какая ты у меня молодец. Ее желание для тебя как-то в будущем что-то делать, стараться, да, оно только увеличивается. Где-то что-то подарили, где-то что-то помогли, где-то взяли с собой отдохнуть. Да? Это ответная реакция.
И здесь кому-то может показаться, что это такой прямой путь в слабую позицию. То есть мы как-то прогибаемся, становимся более комфортными, удобными. Нет, это не так. Ты это делаешь не за красивые глазки или иные ее красивые места, а за ее старания, за ее вложения. Это ответная реакция. Она должна быть обязательно. Здесь не должно быть избытка. Потому что женщина прекрасно считывает, если ты все это делаешь с такой позиции, что вот она, значит, богиня, и я ей благодарен только за одно ее присутствие в моей жизни. Вовсе нет. Женщина понимает, что да, я вкладываюсь, а он это замечает, он это подкрепляет. Он привносит ответный комфорт в мою жизнь. И вот тогда это гармония. Третье качество лидера – это самоконтроль. Обязательно. Мы не должны выплескивать негативные эмоции или подавлять женщину. Это как минимум некрасиво, да и неприятно для самого себя. Это ни к чему. Никакого импульсного хаотичного поведения быть не должно. Стрессоустойчивость и внутреннее спокойствие. Следовательно, обладая всеми этими качествами, мы приходим к мощному состоянию, которое формирует в нас правильные мысли и нужные реакции на недопустимое поведение девушки. Ведь если она начинает совершать напряги, она считает это позволительным делать в данный момент. Ну, например, девушка начала нам грубить. Она повысила на нас голос. Мы не садимся выяснять, мы не садимся обсуждать. У нас даже не возникает такого желания. А возникает у нас правильные мысли. Я не заслужил такого к себе отношения. Я достоин лучшего к себе отношения. Из этих мыслей, в свою очередь, вытекают правильные реакции и нужные слова. Например, мы можем ответить: а почему ты так со мной разговариваешь? Давай-ка ты подумай над своим поведением, потом подойдешь. Вон оно как повернулось. Кто-то может усмотреть в этом ответе прямую конфронтацию или даже агрессию. Нет, мы говорим это спокойно, а на душе у нас штиль и гармония. Агрессию женщина может усмотреть в этом, да, несомненно, если ситуация уже запущена, и она ищет любой повод, за что бы зацепиться. Она может показывать характер, она может дуться. Да? А мы что? А мы ничего. Мы наблюдаем, смотрим, делаем выводы. И даже если она через какое-то время подойдет ко мне извиняться, не факт, что я приму ее с распростертыми объятиями и улыбкой. Да? Соразмерность наказания обязательно должна быть. Например, на несколько дней или неделю лишить ее своего, так скажем, благосклонного, доброго расположения и хорошего отношения. То есть мы действуем, мы показываем делом. И она это прекрасно понимает. И в следующий раз она уже обязательно подумает, а стоит ли. Другой вариант, если ты ее сливаешь, то ты это делаешь обдуманно, ты это делаешь осознанно и один раз. Раз предупредил, она не поняла. Два предупредил, да, уже сомневаясь. Третий раз выходишь из отношений. И это не какой-то спектакль, да, ради того, чтобы она потом поскорее вернуться, да, еще и ждать этого. Да, а ты реально сжигаешь мост. И это уже ее будет проблема, как она будет возобновлять отношения и возвращаться к нам. А она с большой долей вероятности будет. Если у тебя это состояние хозяина будет, и оно будет естественным. Женщина от природы хороший психолог. И она очень точно чувствует твою внутреннюю энергетику. Сыграть не получится. Если ты не обладаешь состоянием лидера, манипуляции, которые я даю в своих видео, да, в голом виде они не сработают. Ну, либо сработают как-то локально или в переписке. Женщина всегда чувствует, способен ли ты на реальные действия или нет. Что значит, вот я на протяжении всего видео говорю про действовать. Что значит готовность к действию? Это готовность в любой момент пойти на даже боль, да, в виде расставания, да, выхода из отношений, дабы отстоять свое право на уважительное и адекватное к себе отношение и крепкий союз.
Женщина хочет рядом с собой мужчину умнее, сильнее, опытнее, с правильными ориентирами и целями. Если ты воспитаешь в себе эти качества, то ты сразу заметишь, что она будет любить тебя с новой силой, относиться к тебе с нежным трепетом и уважением. Друзья, жду ваших историй в комментариях и скоро увидимся.